что сказать. Сергея я, к сожалению, не знал. Всего лишь один раз с ним пообщался. Квенту на его сервер я писал примерно раз 8, но ни разу не прошел. Но его напутственные слова и все, что он писал в группе, все, что вы писали в группе, помогли мне составить очень хорошую Квенту. И сейчас я играю на 2 РП серверах и очень успешно. Но спасибо я хочу сказать ему, потому что следя за его сервером, я научился РП. Очень глубоко его познал. Святой человек, на самом деле. Все, что можно сказать наверняка. То есть, на самом деле, как человек, мне... Ну, Серегу воспринимать было достаточно сложно. Он такой тяжелый в диалоге очень. Сложно с ним разговаривать банально. Вот. Но на самом деле, да. Все, что я могу сказать о нем наверняка, это то, что он святой человек. Столько времени, столько сил, столько денег тратить на, по сути, далеко не самую благодарную деятельность, ну, как бы, мне кажется, это достойно какого-то уважения. Я играю всего пару месяцев на сервере, не довелось мне познакомиться с Серегой. Я, если честно говоря, даже не знал изначально, что вообще в принципе происходит. Вот. Но слушая вас, этот человек был очень хорошим, создал такой прекрасный сервер, на котором я сейчас играю, и меня, в принципе, все устраивает. Очень классно, что его дело продолжают, тут люди за него. Жалко, что его с нами больше нет. И кто-то здесь приобрел друзей, кто-то хорошее знакомство. Я думаю, это круто. И спасибо в первую очередь тем на данный момент, кто продолжает его дело. Я так считаю. Играю я всего что-то около полугода или что-то вроде того. Но это не важно. Важно то, что, как говорится, и как в одном стихе написано, я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Так вот, Серега именно этот памятник себе и воздвиг, делая своими руками проект, который пережил, получается, его самого. И продолжается это дело благодаря вам и благодаря нам. И мне кажется, что наибольшее, наилучшее, что мы можем сделать ради этого человека, это продолжать проект, помогать всеми силами развиваться дальше и охватывать большую аудиторию. Он всегда в наших сердцах. И для меня, лично для меня, его персонаж навсегда останется тем странным мужиком, который бегает и живет на горе Клен. Спасибо. Меня в этом человеке всегда поражало, это то, что как он ревностно, не знаю, с такой дикой любовью, с такой дикой отдачей относится к этому серверу, к этому проекту, к своим админам. Ну, я много видел проектов, много видел администрации, но вот такого самоотверженного, не знаю, движения, это меня вообще всегда поражало и поражает до сих пор. Вот таких людей на самом деле очень мало, учитывая, что на самом деле человек еще и был офицер, боевой офицер. Вот. Ну, это достойно уважения, как бы, и спасибо ему большое. Он был настоящим профессионалом своего дела. Он, мне кажется, даже в жизни отыгрывал. Он был очень терпелив, отзывчив, всегда мог выслушать любого игрока, посоветовать, поддержать. Другого такого человека в нашем коллективе уже не будет. И, может быть, на моей памяти уже не будет. Нам всем будет сильно не хватать его. Он до конца жизни останется в моей памяти, в памяти всех нас. Покойся с миром. Всего. Пришел я на русский лес благодаря видеозаписям, которые смотрел на ютубе. Очень сильно зацепил игровой процесс, вот этот вот реализм, который был создан благодаря Сереге, благодаря команде администрации, модерации. Вот. Поэтому как бы долго не пришлось выбирать сервер, на котором буду играть. Вот. Ну, вот в первую очередь он, да, меня зацепил именно вот реализмом, и вот действительно прослеживалась вот эта вот просто любовь к серверу,
потому что вот создать именно такой проект, который вот реально настолько погружает в себя, что становится буквально второй жизнью, скажем так. Вот, поэтому Серега, да, молодец, он приложил к этому очень большие усилия. И, конечно, жалко, вот, что все так получилось. И, на мой взгляд, наша вот цель общая всех — это продолжать дело Сереги, отыгрывать качественные РП. Вот. Ну и, скажем так, чтобы проект жил долго-долго. Я просто, знаете, иногда сижу на русском лесе в Дискорде, вот в общем канале, часто с выключенным микрофоном и слушаю разговоры, блядь, и знаете, вот иногда складывается такое впечатление, ну вот сейчас вот еще чуть-чуть, еще пару вот минут, и он зайдет и вот скажет вот свою любимую, блядь, фразу. О чем мы тут сидим? Чем мы не расходимся, блядь? Почему в прайм-тайм мы сидим в общем канале? Почему мы не играем? Вот. Мы когда узнали, когда Иван мне сообщил эту новость, я как бы сразу супруге позвонил. Вот, потому что она тоже к Венту подавала, тоже проходила, и они с Сергеем в личках, и он вообще, то есть Серега ее учил РП, как бы, ну, очень сильно расстроились, блядь. Ну, про слезы и эти эмоции, это все, естественно, как бы для живого человека. Просто за свое поведение, как бы, да, я вот иногда стыдлив, конечно, становится перед Серегой и перед нынешними управленцами нашими. Но, тем не менее, я хочу сказать, что, несмотря на все это, я очень сильно благодарен то, что Серегино дело продолжается, то, что Ваня набрал команду, и они вот этими силами все вот на своих плечах это все держат. Вот. Все равно приятно, когда ты заходишь на русский лес, когда ты читаешь на русском лесе посты, видишь аватарку Сергея Бажинда и понимаешь то, что, блядь, а ведь 5 лет простоял сервак. 5 лет. И не сломали его. 6, да, ну, 5. 6 уже. Вот. И не сломали его ни хейтеры, не сломали его конкуренты. А это значит, что мужик умел. Вот мужик умел. Настоящий офицер, мужчина, семьянин, муж, отец детей и настоящий управленец. Вот. Во всяком случае, Да. вот, в моем понимании он вот именно так вот сохранился, вот такой вот образ у него для меня. Поэтому сейчас он в лучшем мире, поэтому земля пухом, а всем нам сил, терпения, удачи и процветания проекта. Появилось много новых друзей благодаря этому проекту и благодаря всем усилиям Сереги. Я сейчас вспомнил один момент, наверное, тогда бы я мог бы быть, забанен на сервере. Вот. Я помню первую встречу в РП с персонажем Сереги лейтенантом. Вот. Я тогда подвыпил и очень долго и упорно доказывал ему, что оружие отнимать нельзя у обычного населения. И, в общем, конкретно его подзаебал тогда, я так думаю. Но в итоге он как бы всегда был человеком понимающим. И по мне, я так думаю, было видно, что я выпил тогда. То есть он, так сказать, бан мне не влепил. Вот. И я продолжил играть, как бы сделал из этого свои выводы. Ну, жалко, конечно, что так все произошло. Хотелось бы, чтобы он, продолжал дальше руководить проектом и быть с нами, со всеми. Но, к сожалению, жизнь такая штука, не знаешь, когда и кто. Сергей Бажинди я в первую очередь благодарен тому, что он начал мой путь в РП. Я благодарен не только ему, а всем, наверное, людям, кто с русского леса. Это тот же ВВшник, который создавал вместе с ним проект. Это многие люди, которых, не знают. Серега был отличным семьянином, классным мужиком. Да, у него были свои недостатки в плане эмоциональности, но он научил меня РП. Я познакомился действительно с прекрасными людьми. У него осталась семья и ребенок. Я думаю, администрации проекта мы будем все равно их поддерживать по мере возможности.
Напутственные слова, наверное, такие, Серег. Светлых по смерти. Пускай у тебя будет только улыбка, когда ты будешь смотреть на нас, на свой проект, на свою семью. У тебя будут только хорошие эмоции. Пускай все будет прекрасно у тебя дальше. Знаете, тут про сервер много было сказано на самом деле. Мне, пожалуй, дополнить нечего, я скажу про человека. Противоречиво. Очень много противоречий на самом деле складывается об этом человеке у меня. Он и мягкий одновременно, и жесткий. Иногда что-нибудь скажет обидное, но при этом потом посидишь, так остынешь после его слов и понимаешь, что, блин, был прав. Вот. Блин, был Но он прав. зла же не держит при этом. Да, он не был держал резким зла при этом. человеком местами, но в основном всегда по делу. Вот. Я даже не знаю, что еще сказать на самом деле. Достойный был человек. Достойный и умный, мудрый человек. У него всегда можно было спросить совет и иногда пожаловаться, а он давал тебе ответ на любой твой вопрос. В общем, человек с большим жизненным опытом. Спасибо тебе, Серега, что ты был. Спасибо за наше с тобой, хоть и не очень продолжительное, всего 5 лет знакомства. Если бы мы с тобой увиделись, то это было бы на самом деле очень круто. Но опять не судьба. Значит, все там будем, там увидимся. Но не скоро. Изначально мы были в контрах, но со временем он меня как-то втягивал в эту систему. Я даже так заметил, что исторически сложилось, что топовые российские сервера, что PvP, что PvE, что РП, они основаны в их главных администраторах, точно есть человек из силовых структур, так или иначе. И вот Сергей был одним из них. Он ушел от нас в звании подполковника, но в должности полковника. Это был самый настоящий человек, офицер чести и очень хороший семьянин. У него остались прекрасная жена и 2 хороших сыновей. Со старшим мы поддерживаем связь, так нормально общаемся. Тоже хороший молодой человек, которому вот предстоит поступать, если он еще не поступил в офицерское, если я не ошибаюсь, в училище. На Академию Вот. полиции. Да, Ну, да, да. Академия. В общем, мировой парень растет, и я думаю, у него все хорошо сложится. Проект Когда-нибудь потихоньку возглавит обрастал. проект отца. Не знаю. Сергей говорил, что у всего есть начало и конец. Тем не менее, Сергей цифровое бессмертие уже обрел, потому что интернет помнит все. Что бы ни случилось с этой игрой, что бы ни случилось с поддержкой ее серверов и с самой Bohemia Interactive, так или иначе, в интернете навсегда останутся исходники, в том числе и с этой картой, где будет стоять вот эта вот могилка в память о Сергее. До Да. тех пор, пока мы помним о Сергее, Сергей жив в наших сердцах. Я считаю, что это так. Самое страшное это то, что, знаете, не то, что человек смертен, а то, что он скоропостижно смертен. Ты никогда не знаешь, когда он умрет. Прошло уже 2 месяца, а я вот просыпаюсь, и мне его не хватает. Да, это да.